1981 год. Арктика. Метеоролог Александр Нестеров покидает свою уютную станцию, чтобы на борту атомного ледокола «Северный ветер» наконец отправиться домой. Но есть одна проблема. Данный корабль столкнулся с айсбергом и намертво вмерз в арктические льды еще в 1968-м. А потому старине Александру предстоит отправиться в жуткое приключение по замерзшему кораблю, попутно пробираясь сквозь тлеющие угольки сознания мертвых моряков, коверкая временные линии и остервенело грея руки у лампочек. Перед нами психологический хоррор-шутер, действие которого будет происходить в замкнутом пространстве. Это откровенно коридорная игра, где невозможно заблудиться, где брожение по отсекам корабля не подразумевает схождение с маршрута, где нет обходных путей, нет необязательных к посещению помещений. Анабиоз «Сон разума» – игра, где сам геймплей – лишь довесок к роскошной жуткой атмосфере и раскрывающейся мистической драме. За основу места действия взят реальный ледокол «Арктика», потому обстановка и антураж игры отдают некоторым советским реализмам. Не уверен, что на Арктике были оборудованы тюремные камеры для перевозки заключенных, но в Анабиозе корабль под завязку был набит узниками. Лишение свободы по приговору советского суда – ничто перед участью стать пленниками вечности. Но обо всем по порядку. «Северный ветер» по замыслу разработчиков – это отдельный мир и в то же время один из героев игры, навеки застывший во льдах, потерявший смысл существования, не имеющий шанса на спасение, погрузившийся в анабиоз. «Сон разума рождает чудовищ» – испанская поговорка и фабула известного одноименного афорта Франсиско Гойи. Летаргический сон Северного ветра родил, или правильнее будет сказать, выродил, нечто по-настоящему скверное. В анабиозе главному герою предстоит столкнуться с чудовищами, рожденными из страхов, грехов, грез и агонизирующего воображения замерзающих заживо членов команды корабля. Главный враг в анабиозе – холод, с большой буквы. Это не столько низкая температура воздуха, сколько некая потусторонняя сила, обладающая отвратительной жестокостью, убивающая и превращающая искалеченные души в отмороженных зомби. Холод – абсолютное, неостановимое, немотивированное зло. Беснующиеся безумные порождения холода, наслаждающиеся своей участью, своим вынужденным бременем, стараются всячески воспрепятствовать метеорологу, пытающемуся вывести корабль из спячки. Люди, любившие свой корабль, делавшие все, чтобы спасти его от гибели, попавшие вместе с ним в безвыходное положение и принявшие свою участь, даже после смерти Северного ветра не перестали беречь его. Только отныне они защищают его от признаков жизни. Надо сказать, что противники в игре чрезвычайно колоритные. Ребята из Action Forums наверняка подсмотрели у The Suffering и Silent Hill концепцию внешнего вида монстров как воплощение людских пороков и слабостей, заключенных в уродливых телах. Так, например, слуга, при жизни любивший подслушивать, был лишен холодом зрения, обретя вместо глаз 2 ржавых гвоздя. В качестве награды за свою верность приобрел ключи от всех дверей, железные погоны, стальной ошейник и маску с отверстиями для ушей. Надзиратель, проявлявший нездоровый интерес к мыслям, страхам и всему происходящему в умах заключенных, получил личную тюремную камеру в своей голове. Любив при жизни громко чеканить шаг, чтобы привлечь внимание зэков, после смерти надзиратель обрел вместо ног протезы из металлических прутьев, издающие при ходьбе характерный металлический гул и скрежет. Звуковое оформление в игре наравне с визуальной составляющей вносит существенный вклад в создание нужной атмосферы. В анабиозе нет музыки, но очень много фоновых звуков, самих по себе создающих жуткий, обволакивающий эмбиент и безжалостно давящих на психику. Все, от озвучания шагов главного героя до воплей монстров, сделано на высоком уровне.
Вой вьюги, зловещие скрипы и шорохи, лязг и скрежет металла, искореженного холодом, хруст льда и снега, звон падающих сосулей собираются в чудовищный ансамбль, играющий что-то пугающее и мрачное. Звук в анабиозе – полноценное художественное выразительное средство, которым разработчики распорядились мастерски. Русская озвучка в старых играх всегда славилась высшей степенью кринжовости. В анабиозе наравне с диалогами довольно неуклюжими, озвученными на уровне бесталанной самодеятельности, порой встречаются очень колоритные голоса и невероятно тонко расставленные акценты в интонациях. И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой и готовы окружить его по улице плакальщицы. Внешняя сторона игры также способствует погружению в ледяное безумие. Скованные льдом трюмы и отсеки, толстый слой наледи на всех поверхностях, морозные узоры, кружащиеся в воздухе снежинки. Тлетворным влиянием холода пропитан каждый сантиметр корабля. И потому на контрасте особенно радует совершенно прекрасная визуализация таяния льда и стекания его в форме воды по стенам. Сюжетная схема в анабиозе заслуживает особого внимания, представляя собой трехуровневую структуру. Под внешним слоем приключений Александра Нестерова на жутком корабле обнаруживается внутренний слой истории капитана, на который, в свою очередь, накладывается легенда о Данко из рассказа «Старуха Изергиль» Максима Горького. С легендой о Данко рифмуется как история капитана, так и история самого корабля. С одной стороны, капитан, выводящий команду из льдов, синонимичен молодому красавцу, выводящему своих людей из болот. В то же время у Северного Ветра есть свое символическое сердце, представляющее собой ядерный реактор, во время действия игры, тлеющий в мертвом теле. Увлеченный идеями Ницше, Горький в художественных образах старухи Изергиль пытался отразить собственное понимание философии Ницше, воплощая в Данко свое видение сверхчеловека. Но капитан в анабиозе бесконечно далек от этого образа, являясь скорее упертым религиозным фанатиком, нежели воплощением идеала благородных порывов и мужества. Таким горьковским сверхчеловеком скорее выступает сам Александр Нестеров, вопреки воле холода, указывающий путь к свободе мертвым морякам. Александр Нестеров несет свое горящее сердце сквозь тягостный мрак и всепроникающий холод, указывая мертвецам выход к свету. Оказавшись на ледоколе, ставшем тюрьмой безвремени, где члены команды когда-то мечтали о непостижимом, о жизни, Александр обнаруживает в себе некую способность – ментальное эхо. Возможность проникнуть в душу погибшего моряка за несколько мгновений до смерти, чтобы исправить прошлое, тем самым изменив настоящее. На этом строится добрая часть геймплея, позволяющая лучше понять, что привело к тем трагическим событиям, обернувшимся ледяной смертью корабля и команды. Раз уж речь наконец зашла про игровой процесс, нужно сказать, что это очень медлительный, неторопливый шутер. Весь геймплей намертво закоченелый. Динамика стрельбы, в частности, крайне флегматична и заторможена. Многие называют анабиоз чертовски нудной игрой. И с этим невозможно не согласиться. Она очень тягучая и вязкая. Главный герой невероятно медленно передвигается, очень медленно стреляет и перезаряжает оружие. И эта монотонность игры никак не идет ей в плюс. Порой хочется, чтобы хотя бы на минуту ледяная меланхолия сменилась адской быстрой и яростной мясорубкой, но нет. Игра на протяжении всего времени священно оберегает свою нерасторопность, убеждая игрока, что в тулупе и ватниках особо не разгонишься, а стрелять в варежках не самое удобное занятие, тем более для простого метеоролога. Противники руководствуются правилом не собираться больше двух. И потому каждое появление того или иного окоченелого психопата с топором разработчики пытались обставить максимально творчески. Некоторые моменты заслуживают попадания в зал славы и навсегда останутся в памяти, чего стоит сцена в местном корабельном кинотеатре. Кто играл, поймет. Что касается искусственного интеллекта врагов, он отсутствует. Замерзшие мертвые мозги не могут выдать ничего адекватного. Умеющий драться дерется, умеющий кувыркаться кувыркается. Неважно, имеется ли в этом хоть малейший смысл. Схватки в анабиозе не вызывают азарта, адреналина, проходя все в том же нерасторопном темпе игры.
Но заторможенный геймплей и унылое поведение врагов вряд ли могут сильно подкосить впечатление об анабиозе. Все-таки главное конкретно в этой игре атмосфера, а с этим здесь все великолепно. И вот тут мы подошли к самому главному препятствию к прохождению. Техническая составляющая. Можно закрыть глаза на притормаживание, просадки FPS и фризы, но самое удручающее – беззаветная и самоотверженная любовь анабиоза к вылетам на рабочий стол. Не знаю, может дело конкретно в моем компьютере, но вторая половина игры далась мне чертовски тяжело благодаря постоянным крашам. В целом, чтобы насладиться анабиозом, придется многое простить ему. Проявить снисхождение, чтобы он, в свою очередь, подарил незабываемые впечатления и некоторую пищу для размышлений. Анабиоз не шедевр, и как игра понравится далеко не всем, но тем не менее он обладает ощутимой художественной ценностью. Кроме трехслойного сюжета про людей, тянущихся к свету, но выбирающих тьму, анабиоз интересен и своей некоторой религиозной подоплекой. Так капитан корабля цитирует книгу Экклесиаста. Библейская концепция времени – это прямая линия, постоянное движение к мессианскому счастью, сегодня и завтра, и всегда. Сотворенный Богом мир мыслился древними евреями как движущийся в потоке. В анабиозе Бог – это далеко не Иегова. Здешний Бог – само время, абсолютное и неостановимое. Здешний Бог – прошлое, настоящее, будущее и вечность. Хронос. А потому анабиозу ближе древнегреческий символ времени – колесо. Все повторяется. Грандиозный финал, спойлерить кадрами из которого преступление, кроме того, что на мгновение переворачивает все с ног на голову, превращая неспешный хоррор в камерный артхаусный God of War, в то же время наглядно выпячивает символизм бега по кругу как идею вечности. А потому, несмотря на ментальное эхо Александра и его желание пренебречь волей Хроноса, его сомнения в ценности вечности, противопоставления ей важности простой человеческой жизни, несмотря на десятки временных линий, повернутых вспять, он обречен на пребывание в постоянном воспроизводящемся теперь, в дурной бесконечности обрастающих временными нитями повторений. Ибо так и остается вопросом, первое ли это противостояние вечности и холода на борту атомного ледокола «Северный ветер». Игра заканчивается цитатой Владимира Соловьева. И вся эта суматоха, состоящая из борьбы с кровожадными воплощениями холода и цитат Горького, из переосмысления идеи времени и подковерных интриг на корабле, оборачивается в простую мораль, прекрасную и мудрую, чарующую и окончательную, звучащую следующим образом: «Не будьте мудаками». Всего вам доброго. Играйте только в среднее.